Добрый день, с вами Аграфена, мой канал Магия Колдовства. Подробно обо мне можно найти на моих сайтах, шапке профиля, Инстаграм, Ютуб канал, Телеграм канал. Сегодня у меня гадание на весну. Какие события ждут вас этой весной по всем сферам абсолютно. То есть тут все берем. Два варианта, первый, второй. Выбираете кто-то по рубашке, кто-то первое, второе, кто-то по числу выбирает, кто-то по знакам возле колоды. Что вам подсказывает интуиция. И начинаем просмотр. Первый вариант. С чем вы входите в эту весну? Вы входите в состояние познания. То есть, какие-то оформления документов, консультации с другими людьми, получение важных знаний, которые касаются ваших каких-то юридических вопросов, оформлений, получение также бумаг об образовании, о новом каком-то статусе, обращение к посреднику. То есть вы общаетесь, у вас такое деловое обучающее общение. Также вы сами можете преподавать это все, рассказывать людям, передавать какие-то известия. То есть такая очень деловая, спокойная карта. Карта рассуждений, карта привлечения помощи людей для решения ваших вопросов грамотных. Что вас ждет в вашей денежной сфере? Вот опять же такая карта, двойка жезлов. Вы не спешите, у вас раздумья, вы принимаете решения, взвешиваете, но не действуете. То есть действие будет отложено. И плюс у вас есть каких-то два варианта, но вам они оба не нравятся. Как решить этот какой-то ваш вопрос? Это вы будете думать, искать варианты каких-то новых решений. Ну, как карта совет, что типа не спешите срочно там бежать что-то продавать, покупать, увольняться и так далее. Что ждет ваш доход, вот ваши вот прибыли? Все по-старому. Доход, который вы тянете на себе, вы устали, вам оно какая-то безрадостная жизнь, вот эта обязанность что-то делать для заработка. И старые клиенты, все, старая сумма останется, но вот эта карта есть такое, знаете, что как это все уже надоело. Плюс вам придется какие-то доделки делать, что-то будут люди, из прошлого, которые вы не очень хотите работать с ними. Вот это вот все окружение такое. Давайте так, что будет ваши расходы, ваш баланс, так сказать, суд. Вы правильно принимаете решения. Карта вот неспешности вся. Тройка пентаклей, двойка же суд. Кстати, вы можете выиграть суд, если у вас таковой имеется, с пользой для ваших доходов. Получить некую бумагу, оформиться, какую-то лицензию, получить весомую государственное свидетельство каких-то ваших там доходов, договора оформления. Также закончится период какого-то вашего, если у вас есть карьерная лестница, вы перейдете на новый уровень. Причем вы к нему долго шли, там старались, изучали, пытались общаться с разными людьми и придете. Суд — это старший аркан, решение будет в вашу пользу, вы станете каким-то тем, кем вы хотели, да? Начальником или организатором чего-либо. Такая вот карта. Что вас ждет в вашем окружении, ваши родственники, имеется в виду папа, мама, маг. Но если вы мужчина, вы все держите под контролем и окружены людьми, которые вам приятны, с которыми у вас такое вот очень хорошее взаимодействие на уровне бизнеса, на уровне взаимных интересов. Для женщин мужчина, новое начинание в каком-то обществе новом, потому что маг, единица, старший аркан, это новое общество, в которое вы попадаете, там, где вы общаетесь с новыми людьми, занимаетесь с ними новыми делами. Эти люди творческие, интересные. В общем, вокруг вас, кстати, такая вот история. Что
позитивного будет? Белая карта. Очень интересный расклад. Пошел у нас... Пошли влияния извне. Пошли влияния, вмешательства каких-то высших сил. Вы попадете, уже и маг, и белая карта говорит о том, что вы попадете в какой-то новый коридор возможностей, связанный с вашей... Это и слава какая-то, у кого какое занятие. Это и новое общество, окружение, в котором перед вами вот откроются новые возможности. Или вы мечтали, или вы планировали, или вы делали какой-то ритуал на удачу. Вот белая карта. Все. Женщина может быть напрямую это мужчина, который хочет с вами сблизиться во всех смыслах, как говорится, и творческом, и в интимном. Ну и то, что можно сказать. Вы слишком осторожничаете. Шаг вперед, шаг назад. Будьте более смелыми, будьте более, скажем, рискуйте, спешите. Потому что карты вот эти очень хорошие. Не задерживайте сами себя. Ваше здоровье. Ну, вы достаточно много вкладываете в ваше здоровье, уделяете время, деньги и силы. Однако тут есть ошибка, какое-то известие, какое-то излишнее обследование. Оно может быть ошибочным, оно может быть негативным какое-то, что-то вы пошли, обследовались, не надо было этого делать, это чрезмерная какая-то... И вы как потратили на себя это, видите, оно такое плохое известие. Ну, девятка пентаклей. Мнительность, тут вот видите по вот этому. Тем не менее, девятка, все это решается, Это все плановое лечение. Хотя оно вам по сути не нужно. Девятка пентаклей это скорее ваш такой здоровый образ жизни, все рассчитано, все правильное питание. Тут вообще человек вот такой вот очень-очень как земной получается, да. Вы вот слишком переживаете за свои деньги и обратите внимание на свои ноги, суставы ног, потому что указывает на то, что опасность, видите, тут они с палочкой идут. Обратите внимание, избегайте опасность травмы, ноги. Ну, так, по сути, это никак рядом карты неплохие, то скорее всего, что обратите внимание на суставы. Больше вот так вот. Ну и личная жизнь. У нас для женщин вот это очень интересно было в социуме, какие-то маги. Давайте так, личная жизнь в целом. Черно-белая карта. Ну, это расклад таких, знаете, переломный момент в жизни у кого-то. Вот это вот просто. Потому что черно-белая карта, маг. Что-то происходит в вашей жизни. Возможно, что вы сильно недовольны. Или вы чувствуете еще в прошлом какие-то негатив, который на вас в личной жизни. Есть какая-то зависть. Либо против вас работал человек, который вас как-то пытался подчинить. Это и мужчинам, и женщинам. Давайте так, что у вас с бывшими? Активируются бывшие, причем с конкретными даже предложениями. Особенно те, кто по работе, особенно кто с вами работал, какие-то дела были, какие-то захотят общаться. Ну, бывшие, даже какой-то, даже есть в этом смысл по тузу жезлов. Давайте так. Что будет у вас в новом? О, солнце. Как интересно. Так, у вас брак будет. Скорее всего, солнце перевернутое для одиноких, неважно, мужчина или женщина. Это брак, к которому вы долго шли. Либо этого будет сначала вот вы встречаться будете, этот брак, может быть, официально будет отложен, но тут уже и сожительство, и сотрудничество. Потом, ну, и сейчас, если меня спросят, это новые отношения. Потому что, да, старые активируются, но вы выберете новые. Ну, давайте так, что чем вы будете, или вы довольны итогами этими? О, круто. Для женщин это мужчина старше вас, при власти, покровитель. Для мужчин также это
такой брак, который, тут видите, два старших аркана, Солнце и Император. Очень крутой брак, в котором вы подниметесь во всех смыслах, вы будете друг друга дополнять, поддерживать и подниматься так, во всех смыслах, социальном, заработке, влияние на общество. Интересный очень расклад. Для женщин, видите, еще два очень плодотворный, потому что для женщин маг это в социуме где-то при общественной жизни, там, не знаю, выставки, путешествия, вот он. Но все-таки у вас и бывший какой-то появится, бывшая, но у вас вот брак. Давайте посмотрим итоги вообще этого периода. Кому-то дети, кому-то много хлопот. Ну, такие радостные, приятные, неожиданные. Изменения также. Что еще? Вестник. Ну, какие-то, может, для женщин молодые какие-то любовники. Ну, если у вас, да, если два император и маг возле вас, обязательно еще крутятся какие-то мелочь пузатая. Ну, что? Карта совет вам. Ха-ха. Ой, какой интересный совет дьявола. То есть, если вы занимаетесь магией, то полагаться на дьявола. Если вы не занимаетесь, учтите, что вам придется необходимо хитрить, где-то прятать какие-то свои привязанности. Или у вас... То есть, если вы дружите с дьяволом, он делает все, как вы хотите. Если не дружите, вам надо понимать, что быть аккуратными со всякими соблазнами, сходить налево, какие-то принять скользкие предложения, потому что это тогда или вы, или вас, выбирайте. Очень хорошая карта для какой-нибудь ведьмочки, да, тут у нас. Так, второй вариант, которая знает, как хитрить, что делать. Черная, белая карта, дьявол, император, солнце. Очень крутой расклад для женщин, для смены вообще жизни полностью. Так, второй расклад, с чем вы входите? Ух ты, пошли. Эта весна будет судьбоносной для вас. Белая карта, вы проходите через коридор ваших желаний, в котором сбывается абсолютно все. И вы это, может быть, предчувствовали. Прям такой загадочная загадка. Круто начинается. Что будет происходить в вашем финансовом плане? Есть деньги, есть работа, все, но вам придется пахать, делать это в свободное время, брать какие-то леваки. Вы будете получать за это денежку, либо вам, даже если вы не учитесь, не работаете, вам придется попариться за вот эти какие-то доходы, что-то продавать, что-то получать. Давайте смотрим, что же за доходы. Новые доходы. Либо в старом деле вы новый подход найдете. То, что уже как бы давно загибалось, вам казалось. Нет, это все снова оживет, снова будут доходы оттуда. И что ваш баланс, шестерка. Ну, вы продолжаете, вы идете, расширяете свою сферу, шестерка мечей. У вас новые идеи, планы. Возможно, также заработок где-то в пути, связанный с дорогами, связанный с переездами. То есть это не миграция, это, скажем, поездка, съездил, заработал. Или это ваши интересы материальные где-то у моря. Так, ваше окружение, люди вокруг вас. Четверка кубков. Вам поднадоело ваше окружение, но вам придется вариться в нем. Вы уже все знаете, что они скажут, кто они такие. Вам они поднадоели, вам с ними скучно. Ну, вот так вот. Что вам позитивного будет происходить, что можно вам... Двойка жезлов, ну вы держитесь параллельно от них. Двойка жезлов. Вы не слишком-то стремитесь пересекаться, держитесь нейтрально, никак не вступайте с ними ни в какие конфликты. То есть дистанцируйтесь. Ровно, спокойно общайтесь с этими надоевшими, скучными людьми на вас. Ну, это какое-то ваше окружение, какие-то ваши родственники, какие-то что-то они будут вам писать. Так, и карта совет, тройка кубков. Ну, вы попадете, у вас будут новые знакомства.
Ходите на праздники, ходите на дни рождения, свадьбы. У вас будет для этого возможность. Также это тройка кубков, кстати, источник для личной жизни, тройка кубков, где социальная жизнь. То есть посещать какие-то мероприятия, ходить в гости, путешествовать. Там, где везде новые люди, тройка кубков, у вас новые будут люди. Потому что старые вам, ну, вы с ними так общаетесь, как скучными, надоевшими людьми. Ну, у вас будет новый источник. Ух ты! Слушайте, это почти два одинаковых расклада. Что для вашего здоровья? Солнце. Тут, ну, в смысле, дальше нет смысла рассказывать. Солнце – это процветание во всех отношениях. Кто хотел родить, прекрасно родить. Кто хотел выздороветь, вы выздоровеете, будет улучшение. Кто забеременеет, это карта, одна из карт, вот все, что касается беременности, здоровья. Но даже если у вас какое-то очень тяжелое заболевание, солнце говорит о том, что это просвещение идет, какие-то новые виды лечения, которые вам помогут. Срок год, солнце годовая карта. Ну что, чего опасаться? Тут и нечего опасаться. 5 мечей. Не вступайте в какие-то стычки, какие-то крайние. Не испытывайте судьбу, скажем так, в конфликтах. Не идите на крайние меры какие-то. Не прокалывайте себе какие-то уши, пирсинги. То есть вот карта говорит, что избегать все-таки вот этих вот вмешательств. Когда тело будет вынуждено бороться там на краю. Дальше нет смысла. Личная жизнь. Что как можно в целом охарактеризовать это? Королева мечей. Ну, если вы женщина, вы очень критично настроены, у вас много, скажем так, жесткости, непримиримости, критики в отношениях. Если вы мужчина, это ваша женщина, вот она буянит, она требует, она ставит условия, она видит вас насквозь. То есть это карта напряжения все-таки. Через вот эту призму идет вся ваша вот эта личная жизнь этим весной. Ну, давайте так, что с бывшими у нас? Мун. О, Луна. Ай, какие магические карты пошли. Луна, Солнце, да? Очень сильно влияет интуиция, как-то вам смутно, подозрительно. Бывшие ничего хорошего тут не принесут, это точно. Могут сниться, какие-то пытаться навостать, какие-то вызовы, какие-то магии, крутить, мутить вокруг вас. Ну, сейчас посмотрим. У вас карта Солнца в здоровье. Что будет, скажем так, для вашего будущего? Любовники. Так, ну вот тут пока речь идет об любовных отношениях, но это будет 2 человека, а может и 3. То есть всех не изобразишь на карте. Любовная любовь. Любовники, причем вы спокойно видите who is who. Так, смотрим по любовникам. Вот тройка кубков, кстати, источник, социальная жизнь, солнце. То есть у вас будут достаточно близкие отношения. У вас так нельзя сказать, что это будет страсти, мордасти, но интим тут будет скорее нежные, любовные. Пока не брачные. Ну, давайте так, карта. Будете ли вы довольны, чем это все закончится? Вы впадаете в критику излишнюю. Также могут мешать дети партнера или ваши дети, которые не принимают ваши новые отношения с критикой, его какие-то окружения, вестники мечей, которые вас критикуют. Тут как бы карта предупреждения. Ну и вы сами, если вы женщина, вы сама такая, которая много требует, много строит. Давайте так. Итог по всему, скажем так, раскладу. Королева жезлов. Ну, скорее всего, если вы женщина, вам хочется очень многого, вам хочется показать себя миру, вы будете стараться вот этот период как-то блистать. При этом вы не теряете головы, зарабатываете деньги, знакомитесь с новыми людьми, сближаетесь. Но вы очень, ну, так вот, больше как бы речь, кстати, упор идет про проявление, про ваше творчество. Королева огня, она всем светит, но издалека. Это как, она не особо-то
она обычно поверхностная, и какие-то при ближних отношениях она не особо там старается в них. То есть, если это вы женщина, то у вас так будет. Ну и карта совет. Так, что у нас? Король же жезлов. Кинг. Ну что, да, ритуальный танец. Король. Тут парная карта, где королева, она такая в силе, а король жезлов, ну, немножко такой, знаете, понтуется. То есть яркий роман вас ждет. Все-таки ждет яркий роман, сближение. Но если вы женщина, вы не особенно так подпускаете этого человека, вы выбираете, сомневаетесь. Если вы мужчина, то вам будет очень трудно. Да, отношения будут яркие, но если вы ищете какое-то спокойствие, там, тишины, то пока тут речь идет о романе, о двойственности, о том, что будут какие-то варианты еще рассматриваться вашей женщиной, потому что она пряма, а вы перевернуты, у вас не так уж... Вы будете увлечены этой женщиной, а у нее будет вариант. Если вы женщина, у вас будет вот такой вот, ах, класс. И такой, и сякой. И вы будете нравиться, деньги у вас будут. Белая карта, вообще вы можете загадывать все, что угодно, не пропустите этот вариант. Все варианты очень похожие. Там есть белая карта, во-первых, солнце. Ну вот, скорее всего, что так стали уже планеты, они для всех очень сильные. Что карта солнца самая сильная. Ну, тут еще дьявол, дьяволучик. Для тех, кто в магии. Хорошо. Ну, с вами была Графина. И все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. До свидания.